На двух опорах 1 и 2 лежит балка длиной 5 метров, в которой подвешен груз в 40 килоньютонов. Определите, пренебрегая весом балки, какие силы действуют на опоры, если расстояние от опоры 1 до точки подвеса груза равно 2,6 метров. Длина балки равна 5 метров и груз, который подвешен на нее, равно 40 килоньютонов. Расстояние от одной опоры до точки подвеса груза определим через РМЛ, будет равно 2,6 метра. Нужно определить, какие силы действуют на точке опоры F1 и F2. Есть балка, которой подвешен груз. Первый конец один, это второй. Длина балки L равно 5 метров. На расстоянии L 2,6 метров подвешен груз весом 40 килоньютон. Нужно определить, какие действуют здесь силы F2 и здесь F1. Точки опоры. Поскольку балка находится в равновесии, согласно первому закону Ньютона, тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, если результирующая сумма всех действующих сил равна 0. В данном случае силы, естественно, будут действовать в противоположном направлении. Можно сказать о том, что F1 плюс F2 будет равна P, тогда их результирующая сила будет равна 0, потому что они направлены друг против друга. Эти просуммируются в этом направлении, это действует против. То есть мы можем записать о том, что P как векторная величина равна F1 плюс F2. А поскольку они работают в параллельном направлении, не в сторону, а строго, так сказать, один против друга, можно записать о том, что модуль этих сил P будет равно F1 плюс F2. Это условие, которое мы определили как выполнение первого закона Ньютона. Что касается дальше, видим о том, что для того, чтобы балка находилась в равновесии, можно еще использоваться рычагом. Каким образом это дело будем пользоваться? Определим силы относительно одной из точек. Можно определить это, зафиксировав положение устойчивости рычага относительно точки 1. Относительно точки 1 действует тогда сила P вниз по часовой стрелке, сила F2 против часовой стрелки. Плечи действия этих сил для силы P вот плечо L, а для силы F2 это вся длина. Можем записать, что момент силы P равен чему? Равен самой силе P, то множится на плечо. Плечо мы смотрим относительно вот этой точки подвеса. На момент действия силы F2 равен, естественно, самой силе F2, что множится, и вот тут будет писать вектора, это понятно, на плечо, которое действует эта сила, на большое L. Но поскольку балка не движется, моменты действия этих сил будут одинаковые, хоть они направлены в противоположном направлении, они друг друга компенсируют, можем приравнять их модули. Значение P умножить на L, это модуль силы MP, равен модулю силы, естественно, F2. F2, что множится на L большой. Здесь что неизвестно? Неизвестно только F2, поэтому F2 определяем как P, что множится на L, делим на L большой. Подставим эти значения, что мы получаем 40 килоньютонов, множится на 2,6 метра и делится на 5 метров. Как видно, 5 можно сократить метры, возле 5 и возле здесь метры сократить. Получается одно значение 40 километров. Еще пятерку сократить. Здесь будет 8. Так получаем 8, что множится на 2,6 килоньютон. Мы получаем 20,8 килоньютон. 2 мы определили. Из этого условия можно тоже определить F1. F1, поскольку P равно F1 плюс F2, тогда F1 можно определить как P минус F2. 40 килоньютонов. Отнимаем 28 килоньютонов. Мы получаем значение 19,50 килоньютон. Можно определить это и другим путем. В этом случае мы брали как центр поворота. Мы брали F1. Теперь давайте возьмем значение F2. Вот эту точку. Посмотрим, каким образом будут действовать силы относительно этой точки. Относительно этой точки тоже сумма всех моментов должна быть равна 0. И в данном случае, какие здесь силы действуют? Сила P действует против часовой стрелки. По часовой стрелке делается F1. Посмотрим, какой момент здесь будет действовать сила момента относительно точки 2. Напишем относительно точки 2. МП. Это было относительно точки 1. Значит, относительно точки 2. Смотрим, какое плечо действия силы P, какое плечо. L большое минус L маленькое. Момент действия силы F1. Чему? F1 умножить на момент действия силы F1 будет F1 умножить на что? Умножить на все. Поскольку эти моменты действуют друг против друга, модули их тоже должны быть равны. P умножить на L минус L маленькое должно быть равно F1, что множится на L большое. Давайте отсюда F1 чему равно? P L минус L маленькое делить на L. Вставляем значение 40 килоньютонов на 2,4. Сразу отнимем. От 5 отнимаем 2,6. Получаем 2,4 метра. Делится на сколько? На 5 метров. Метры сократим.
пятерку сократим. 40 числом будет 8 на 2,4 килоньютона. Мы получаем те же самые значения 19,2 килоньютона. То есть что так мы могли найти из суммы двух сил, которые действуют в реакции и равны весу балки. Что по-другому мы посчитали. Итак, F1 будет у нас равно 19,2 килоньютона, F2 равно 20,8 килоньютона.